Меня всегда интересовал такой вопрос. Все-таки жизнь шахматиста, голова никогда же не отдыхает. Стоишь в пробке, варианты, роятся, ты что-то смотришь, все время думаешь, позиция же все время перед глазами. Когда вы закончили профессионально играть в шахматы, это осталось или это быстро было как-то вот заменено какой-то другой жизнью? Моя шахматная жизнь все-таки, она была такой череполосицей, потому что я, помимо игры в шахматы, еще делал кучу разных дел. Ну, можно спорить, там, насколько удачно или неудачно, но, тем не менее, у меня были всегда такие окна, когда я занимался чем-то другим. Поэтому в какой-то мере переход там, в 2005 году, он не был критическим. Да, конечно, ощущалась какая-то пустота, но все-таки вот, там, не надо готовиться ни к чему. Но, тем не менее, я какое-то время, там, я помню, я поддерживал даже вот, там, базу поддерживал, там, я помню, там, просил Шакарова, там, вот сейчас партии свежие. То есть года 2, наверное, я все-таки имитировал активность. На всякий случай, да? Это, мне кажется, просто это не потребность была такая. И потом все-таки же были еще вот такие шахматные включения в жизнь, скажем, потом работа с Магнусом, там, с Хикару. То есть, на самом деле, начали расширять программу вот Каспаров сейчас Foundation. Там вот как раз как в 2005 году началась программа там, «Молодые звезды в Америке». Вот это Young Stars. Практически сегодня все молодые гроссмейстеры Америки, начиная там Шанглана и Робсона, так иначе прошли через программу. Это с 2005 года. Элемент пустоты был, но все быстро заполнено было. Ну, во-первых, все-таки там активность в России большая была, плюс лекции добавились, и времени как бы не было ностальгировать. Да, ностальгировать. Тем более, что вот этот шахматный элемент достаточно долго сохранялся. Поэтому я какое-то время там еще мог там фигуру двигать более-менее нормально. Алгоритм не сбился. Я, конечно, следил, смотрел за турнирами. Я даже помню, там, смотрел, какие партии вот там сейчас свежие вышли. Сохранял такой живой интерес ко всему этому. Ну, я и сейчас сохраняю живой интерес к этому, но уже давно уже это перестало быть таким квазипрофессиональным делом, такое чисто любительское. А первые годы это был все-таки процесс достаточно такой средней степени интенсивности. Поэтому вот, примерно в течение 10 лет я еще сохранял определенную практическую силу. Через несколько лет сложилась, после окончания вашей карьеры, сложилась уникальная ситуация, когда, ну, очевидно, что там, для меня, например, что вы сильнейший шахматист в истории шахмат, ну, опять же, это можно спорить, личное мнение, начали работать с самым на тот момент перспективным шахматистом Магнусом Карлсеном. Это история уникальная в истории тавтологии шахмат, что один невероятно сильный чемпион мира тренирует будущего тоже невероятно сильного чемпиона мира, который и рейтинг у него безумный, и результаты фантастические. Вот как вообще Магнус появился на горизонте, и что вы почувствовали, когда начали вот его щупать? С Магнусом я столкнулся первый раз вот в Рейкьявике в 2004 году. Потом была еще одна встреча в Осло. Это был 2005 год. Был Магнус, там маленький был с отцом. И тогда нас пригласил меня и Дашу, мою жену, пригласил Эспин Агдестейн на ужин. Такой разговор был вообще, что, как можно, в принципе. Мне очень Магнус понравился. Он показал какие-то партии свои, мы пообсуждали так немножко. И он потом приехал в Москву даже. Вот, приехал в Москву, там, мы тоже поговорили, но тогда работа, все-таки я там был слишком занят. Работа, я еще, как говорится, не готов был к переходу в это качество. Я помню, тогда еще мы с Разуваевым разговаривали, он посмотрел, говорит, да, сыроват еще, сказал, да, как-то так, все-таки не хватало еще. А ваше ощущение какое было? Колоссальный, конечно, потенциал, я чувствовал сразу уже, тут никаких сомнений не было. Вот. Но для того, чтобы начинать серьезную работу, требовалось, конечно, больше времени и уровень концентрации должен был быть другой. А все-таки тогда, вот, скажем, с 2005 по 2008 год все-таки там активность в России политическая занимала почти все время. И в 2008 году, да, это 2008 год был, Фред Фридель мне позвонил, в общем, и сказал, что вообще-то, может быть, надо бы попробовать восстановить отношения эти. Ну, я следил, естественно, за Магнусом. Он в какой-то момент даже стал первым по рейтингу, потом опустился. Мне кажется, Магнус сам уже понял это. Поняли и отец его, и Агдештейн, ну и Фридель, который там традиционно опекал молодых шахматистов там, с 80-х годов. Это у него привычка такая была. Что вот на природном таланте Магнус уже вот все выбрал. Ну, он работал, конечно, с тренерами. Там, у него все-таки школа все-таки была. Он и с советскими работал, с какими-то тренерами. Но требовался прорыв. Для того, чтобы потенциал реализовать полностью, требовалось еще что-то. Я внимательно все посмотрел и сказал, что да, мне кажется, что вот сейчас как раз я мог бы оказать серьезную помощь.
Мы договорились в условиях работы, и я, значит, начал консультировать уже Вейконзе, ну, пока по телефону, Вейконзе в 2009 году. Причем видно было, что у него там и с дебютами проблемы были. То есть, вот. А потом уже в феврале, по-моему, после Вейконзе он приехал в Москву, значит, мы как бы провели первый сбор, значит, там, я там поделился своей базой, и началась вот уже такая работа. Что из себя представляла эта работа? Если бы так прям вот подробно рассказать. Подробно, на самом деле, как бы, вот почему мне показалось, что это будет продуктивная работа. Дело в том, что все-таки, ну, когда шахматист такого уровня, очень важна как бы вот стилевая особенность. Магнус играл в шахматы, как бы отличаясь от моих. То есть ведь ну, что может дать шахматист там, такого уровня там, потенциальному будущему чемпиону мира? На самом деле помочь ему по-другому видеть доску, добавить что-то к его представлениям. Магнус, ну, я не знаю, если говорить про его стиль, например, шахматный, то, в принципе, ну, я всегда говорю, вот такая комбинация Фишера и Карпова была. То есть, с одной стороны, вот карповская способность минимально выжимать там просто, значит, там, воду из камня, вот просто вот, и фишеровская вот эта неукротимость, чего у Карпова не было. То есть, это действительно такая смертельная комбинация для очень многих, потому что Карпов очень часто просто, ну, как бы уставал и, ну, как бы партия кончилась, все, не получилось сразу. А Фишер до конца добивал. Но вот, я говорю, эта смесь такая, она оказалась действительно такой взрывной. Я, кстати, сейчас помню, когда я попросил Магнуса там вот выбрать чемпионов мира, у него как раз были, по-моему, Кавапланка, Смыслов. Вот, когда выбери чемпионов мира. Значит, ну, своих, как бы, да? Ну, которые Кавапланка, Смыслов, и, я не помню, Карпов или Фишер, я только не помню, вот были. Мне удалось, мне кажется, добавить ему не только там какая-то дебютная работа, но на самом деле это важный фактор был. То есть это постановка дебюта, работа над дебютом, значит, выбор дебютов так, чтобы как, ну, связка с Миттельшпилем, все это. Кроме того, по-другому смотреть на шахматы. Все-таки я более интуитивный игрок. И для Магнуса всегда, даже сейчас, когда остаются проблемы, ну, в меньшей степени, позиция с нарушенным равновесием. Вот, всегда, как правильный игрок, он всегда испытывал дискомфорт определенный. Вот ему удалось перейти вот эту границу, и по сути он стал как игрок богаче. Первые, как говорится, вот наши усилия, они еще были перед Ленаросом. Там тоже уже много было интересного. Он, например, скажем, вот Ферзь 2 G4 стал играть, он, например, в Миране. Вот, с Анандом сыграл, например, удачно. Но опять, это все еще было, вот носило такой как бы характер. Ну, там надо, пристреливались мы. То есть, по-настоящему он выстрелит как раз в сентябре уже. Вот уже сентябрь – это его китайский триумф будет, а потом будет Москва. И там Блиц, вот все, то, что в Москве выиграть, там, все, что можно уже, это как раз вот это уже будет пик нашей работы. Он надо показывать какие-то партии. Я ему сказал, значит, в принципе, значит, вот это, там, я там выиграл, там, вот. Я говорю, так, вот это неинтересно, я говорю, значит, так. Значит, меня интересуют твои результаты и партии твои, которые ты будешь играть с Крамником, с Анандом, с Иванчуком и с Ароняном. Все остальные просто неинтересные на сегодняшний день. Вот принципиально как бы решается вот с этими. То есть это 2 чемпиона мира и 2 человека, которые, в принципе, имели потенциал чемпионский. Вот. Все остальное не будет им так обидно, как бы это хорошо, но теперь меня интересует, как ты будешь играть именно эти партии. Работа такая была, она продуктивная, потому что, опять, разные. И видно было, как он все это впитывает. А кроме того, мне самому было интересно, потому что это все-таки человек, по-другому смотревший на доску. Что еще я сразу отфиксировал, что у него не было вот этой зависимости, такой компьютерной зависимости. Не было, да? Не было никогда. Вот это его, один из важнейших факторов. Он всегда смотрел на компьютер как на способ как бы, подтверждения своей интуитивной оценки. Это, конечно, огромное преимущество. То есть он был первая линия машины, его там не влекла за собой. Не гипнотизировала. Нет, вот и машина не гипнотизировала. И вот этот год, мне кажется, был очень продуктивный был. Вот, ну, понятно, что как бы, в какой-то момент он уже там разросся, Магнус, в общем, и дальше трудно работать, потому что он уже стал самостоятельным. Но этот год был, мне кажется, очень важным для его становления, потому что он как бы нашел себя полностью. Вот к его невероятному таланту природному добавилась еще вот эта организация работы, которую я уже я даже видел, она на матчах Первенства мира фиксировалась, потому что я еще как пару себя давал какие-то там советы там перед. То есть вы еще какое-то время общались, да, потом? Не, мы общались, да, но там каким-то из матчей там он меня попросил там тоже что-то помочь перед матчем с Анандом, что ли, первым, я не помню. Какие-то советы я периодически там ему давал,
по мере силы возможностей. Понятно, что уже я много дать ему не мог. Но вот тот год был, мне кажется, важным. Он это, кстати, хорошо понимает. Потому что он действительно получил еще одно видение шахмат. Это очень важно. А потом вы еще так получилось, что работали с нынешним вторым номером рейтинга, с Накамурой, который сейчас из небытия через кликанье мышкой бесконечно взлетел куда-то в вершины шахматного Олимпа. Да. Ну, с Хикару там было достаточно просто. Когда я кончил работать с Магнусом, значит, уже там началась эпоха Сент-Луиса. Это был один из моих первых приездов туда, в Сент-Луис, к Рексу Синфилду. У меня там было 2 выступления. И когда мы возвращались, я помню, из Канзас-Сити, Рекс говорит, мы знаем, там ты работал, а может быть, ты в Хикару? Я говорю, давай, можно попробовать, в принципе. Кстати, вот первый же месяц работы там Хикару выиграл в Яконзее. В 11 году. Какое вообще впечатление на вас произвело? Совсем другое, конечно, впечатление. Там даже, если говорить про выбор шахматистов, то, в принципе, чемпион мира, там у него очень просто. У него сразу довольно уверенно сказал, там, Таль, Фишер, Каспаров. Ну, правильно. Просто это такой, у меня такой тест был, в принципе. Скорее всего, Магнус сказал Карпов, я думаю, они не пересеклись ни разу, в принципе, да. У него эта компьютерная зависимость была довольно сильная. Вот. Все-таки огромное количество партий в близ по минуте, которые он там сыграл, это была проблема. Я там сумел, мне кажется, все-таки больше организовать его. Все-таки не Магнус. Но оказалось сейчас, когда вот он нашел какой-то опять, вот уже прошло столько лет, баланс нашел, а у него, конечно, феноменальный талант, он просто другое видит за доской. В этом плане, конечно, стиль его больше, гораздо ближе к моему, поэтому сложнее было, процесс обогащения был не столь интенсивным, потому что он думал, там больше тактики, больше вот таких как бы интуитивных там вбросов, знаешь, таких жертв. И тем не менее, все-таки работа, мне кажется, она была достаточно успешной, ровно потому что результаты там приподнялись. И опять база заложилась. Заложилась база, которая, мне кажется, ему все-таки тоже в какой-то момент помогла. А сейчас он, конечно, я смотрю с большим, как говорится, интересом на то, как он совмещает работу Это поразительно просто. в Твиче, да, вот где он там ведет свои программы, и игру шахматную, профессиональную. Хотя все-таки, надо сказать, издержки производства есть. То, что он не устоял с Дингом в последнем туре. Там просто ничья как угодно делалась. И более того, это, по большому счету, был шанс стать чемпионом мира, потому что Магнус уходил, и ничья он занимал 2-е место и играл матч с Непо, но это матч, орешка, орел-решка была бы там уже. То есть как-то я не знаю, видимо, Каисов считает, что чемпион мира должен стать профессионал. Пока что, пока. Это неинтересно так, я не знаю. 2 таких года было интенсивной работы. С Магнусом была более, она потому что такая, я еще сам тоже обогащался. Мы даже сыграли с Карповым, это тренировочный, какой тренировочный? Показательный, слово тренировочный сказал. Шахматные привычки не умирают. Да. Показательный матч к 25-летию нашего первого матча 1984 года, это было в Валенсии, 25 лет, 2009 год, в сентябре было. Я приехал туда, там мама была, там Даша была, там еще, в общем, без естественно, шахматистов. А Карпов приехал, там тренеры были, там Балаган, по-моему, был, там Рязанцев, там с тренерами приехал. И меня спрашивают, как Карпов так готовится, а вы... Я говорю, как-нибудь сыграю. Другое дело, что я приехал с тренировочного сбора с Магнусом. Но об этом никто не знал. Там борьбы никакой не было. А с Магнусом как вы играли? Я тогда приехал, когда, я могу с гордостью сказать, что 4-4 сыграли в Блиц мы тогда с ним в нашем тренировочном матче. Практическая сила тогда еще была высокая. С Карповым был какой-то счет же какой-то. С Карповым там. Да, в принципе, в 9-10 году еще практически сила была огромная. Она еще в 15-16 году сохранялась, просто теряется. Ведь что случилось, если говорить про, скажем, про падение шахматной силы? Вроде бы все понимаю, вроде бы ничего не поменялось. Мозг отключается в какой-то момент. Просто бывают моменты, это невозможно контролировать. Но это и возраст, и опять, мозг же имеет, я не знаю, может быть, там мощность неограниченная, потому что мы используем, на самом деле, там очень небольшую часть нашего потенциала. Но, тем не менее, мы не контролируем до конца работу подсознания. И когда мозг перегружен, и эта проблема, ты не знаешь, в какой момент он дает сбой. То есть я не могу, уровень концентрации не достигается, тот, который был раньше.
И, скажем, там неудачи, скажем, 17-го года, я просто помню, они были связаны с тем, что я просто отключался. Как вот с непомнящим партией, ну, я в игре должен был с закрытыми глазами просто уже. И я вдруг, когда я смотрю, а куда пешка Е6 делась, как-то странно. То есть в какой-то момент просто происходит вот... И такое достаточно регулярно. Вот просто тотальная отключка происходит, и я ничего сделать не могу. С Наварой партия была, я же там прекрасно играл, все хорошо. Тут ничего не сдается, в принципе. Ну, как угодно можно выиграть там просто. Значит, с 30 секунд можно было. У меня там было минут 5, наверное, было. И просто вдруг я понимаю, что как бы вот через минуту я там как-то возвращаюсь в обратное состояние нормальное, но ситуация носки поменялась. У многих такое бывает и в процессе карьеры, поэтому... Ну да, просто я говорю, что я ничего с этим сделать не могу просто. Вот тут просто куски, когда происходит... Перенапряжение какое-то. И на самом деле, мне кажется, реакция мозга защитная, потому что это все-таки, вот знаешь, еще потерялось ощущение того, что это очень важно. Вот раньше это было, как бы, вот я проигрывал партию, это было там, это просто такая физическая боль. То есть вообще, организм сопротивлялся. Нельзя проигрывать, потому что, ну это вообще там, как, знаешь, мини-трагедия. В какого-то момента ты перестаешь воспринимать это как действительно вот такой вот вызов себе. Ну да, ну сыграл, ну хорошо. Ну, то есть я понимаю, что я стал любителем в этом плане. То есть, ну да, ну не выиграл, ну проиграл, ну большое дело, как говорит, неприятно это, конечно, но это не является там трагедией. Я попытался вот в 2017 году, просто мне интересно было тогда, когда вот мне Рекс сказал, ну вот попробуй сыграть. Ну, я сыграл. Я действительно подготовился, там даже какие-то идеи подготовил, там даже 4 там какие-то идеи придумал. То есть на самом деле я там как королевский гамбит стал смотреть. Просто, ну, мне просто интересно было. И стало понятно, что опять сохраняется практическая сила огромная. То есть я, в принципе, там могу кого угодно обыграть. И тут еще что интересно, вот это такое, это как вот моя жена мне говорит, что все это неправильно. Вот она говорит, вот нечего лезть туда, значит, как говорится, вот где там должны там играть, побеждать другие. Это случилось, когда мы с Каруаной играли вот этот матч в 960. Первый день, мы играли там, значит, 4 дня. Первый день 2 партии, значит, в рапид, а потом 2 в блиц на одну позицию. Первая была ничья, у меня была выигранная позиция, я не выиграл. Во второй партии у меня совершенно выпусто, я полностью переиграл, выигранная в дым позиция просто. У меня минуты 2 остается еще, и я просто подставил все в один ход, просто ровно в один ход подставил все. И это психологически, конечно, сказалось. То есть дальше там я и третью, правда, проиграл. Потом я проиграл еще 2 партии, причем что третью я должен был, наверное, тоже выиграть. Но вторая просто черными переиграл прекрасно, просто вот в одну калитку. И я, значит, я говорю, что же такое? Я говорю, я переигрываю все. Он говорит, слушай, это, говорит, неправильно, говорит. Вот ты там номер 2 в мире. Но ты не можешь ее выиграть просто ровно потому, что это неверно. Вот эта Каиса не хочет, чтобы ты выигрывал. Просто вот. И такое очень часто, кстати, случалось. Я там вот играю просто, и буквально вот ровно в один ход все упирается. Вот ход один сделать, и партия, вот как с Каруаной, один ход сделал, нормальный ход сделал, и партия кончилась. Там дальше в любом состоянии можно довести до победы. Вот ровно одного хода всегда не хватает. Я даже где-то уже понимаю, даже не проклятие, а просто как бы сигнал. Вообще, вот в мире все должно быть, как говорится, устроено правильно. Это не мое место. Я не должен выигрывать. Она говорит, когда же говорит, что шахматы вообще прогресс не сделали. Если ты сейчас там уже в таком возрасте почтенном просто будешь обыгрывать там номер 2, а по игре, в принципе, так оно и получается, вот, то это неверно. С другой стороны, я могу в гордостью сказать, что теперь представьте себе, что было бы, если я был бы на 20 лет моложе. Это, кстати, вопрос. Нет, у меня вопрос про Каису. Вот я часто вот слушаю вас часами, и я все-таки вижу, что у вас какое-то есть такое полумистическое отношение к шахматам, скажем так. У меня вообще полумистическое отношение к жизни. Ну и к шахматам в особенности. Может быть, больше, чем к жизни. Не знаю, как к жизни, это пусть там другие спрашивают. А вот к шахматам. Вы вот, когда думали за свою жизнь вообще о происхождении шахмат, у вас какая-то есть свое чувство? Вот что это за игра? Потому что вот столько лет вы и другие люди часами, месяцами, годами это все анализировали. При этом потрясающая какая-то неисчерпаемость. До сих пор уже при всех этих компьютерах все равно находятся новые идеи, и конца края не видно на самом деле. У вас какое-то есть вот интуитивное представление об этом? Что это за игра? Откуда она взялась вообще? Трудно сказать, откуда она взялась. Как бы это там теряется во тьме веков. Потому что если там читать официальные хроники, то там далеко не очевидно, что она там появилась в Индии. Потому что, например, скажем,
это французская энциклопедия вот, 18 века, там указывался там, другой адрес, и она была гораздо древнее. А, кстати, по какой-то причине там, там другое течение во Франции вот, считало, что их придумал Паламет во время осады Трои. Поэтому первый журнал французский шахматы «Паламет» назывался. Вообще, как все события такой исторической протяженности, там нить теряется в глубине веков, потому что кто знает, откуда они пришли. А более-менее понятно, если начинать вот как бы вот уже следить за печатной продукцией, точнее, за той, которая сохранилась, что форма вот эта шатранжа шахматная, она появляется где-то вот уже в халифатах. Меня всегда интриговали работы Авербаха Юрия Львовича по изучению вот древних шахмат вообще, вот тех шахмат. Великая задача Ас-Сули, тоже такой полумифический персонаж. Кстати, тоже где-то родишься в районе Баку. Вот в тех краях, да. Вот эта задача, там другие правила были на снятие фигур. Вот это две фигуры, вот король и ферзан, как там вылавливается. Совершенно гениальная идея с оппозицией, которая там решается там на уровне 20 века. То есть, потом эти шатранжи пошли, вот уже таби появились. Кстати, интересно, что существует же много разных форм шахмат. Вот мы говорим сейчас вот бесконечные возможности. Но мы говорим все-таки, что очень важно, мы говорим про европейские шахматы. Вот здесь надо понимать, что на самом деле шахматы, они же впитывали в себя разные элементы культуры. И, соответственно, те шахматы, которые ушли на восток, предположим, возьмем индийский корень, предположим, я не знаю, опять все-таки чатуранга, вот эти, там нету письменных свидетельств никаких. Но зато мы сейчас точно знаем, что существуют, например, шахматы в Юго-Восточной Азии. Вот таиландские шахматы, и там есть несколько модификаций, скажем, камбоджийские. Я, кстати, макрук. Кстати, я, Крамник, по-моему, у них играл. Я тоже, кстати, там баловался там, на интернете просто. Естественно, более медленная версия, устаревшая, как мы считаем, устаревшая они. Но другая. Шоги совсем другая игра. Там, китайские шахматы — это не совсем шахматы. А шоги, в принципе, это шахматы, но японские. При том, что я и правила знаю, и, в общем, понимаю, как надо играть в них, но все равно играть... Сама идея парашютного хода, как говорится, взял фигуру, вернул, а потом пошел обратно, это... Хотя я пытался даже какое-то время порешать вот эти их матовые конструкции. Дошел до трехходовок дошел. Другой совершенно менталитет, подход. Потому что, скажем, если брать шоги, например, то, конечно, это отражение больше такого самурайского подхода. Ведь когда медленная игра, а потом начинается молниеносная схватка. То есть, и там в шоге нет эндшпиля, как такового эндшпиля нету, потому что король является главной целью. Медленная игра в эндшпиле, она не вписывается. И я, кстати, когда играл с чемпионом мира по шоги в Японии, мы там в шахматы играли, наши нормальные, в европейские, пардон. Ну и как он? Он сильнейший шахматист. Интересно, что он же сильнейший шахматист Японии еще и был и в нормальные шахматы. У него там 2400 с чем-то рейтинг там, наверное. Но, скажем, это интересно, я посмотрел у партии, ради интереса для подготовки. Тактика там за 2600 может вполне уйти. Потому что это он понимает. А партию я выиграл, первую я выиграл довольно легко белыми, а вторую я выиграл в эндшпиле просто по ходу короля, потому что у него... концептуально он не понимает, что такое, да. Что король идет вперед просто, да, я прошел королю просто, да. Вот это интересно, что на самом деле, я говорю, шахматы многообразные. Если мы начинаем смотреть на многообразие шахмат, по всей планете, то мы понимаем, что действительно игра уникальна абсолютно. Мне всегда было интересно смотреть на старые формы шахмат, потому что как они развивались. Я помню, интересно было посмотреть, даже много лет, больше 30 лет назад, даже, по-моему, с моими друзьями в Испании, там специальное издание было подготовлено, книги короля Альфонса Мудрого, это 1280 год. Там разные об играх были. И там были шахматы. Там, по-моему, было 300, что ли, позиций. Это шатранж, естественно. Но это первая была такая компиляция задач. Просто, это интересно посмотреть. Понятно, что, опять, это достаточно примитивно, но, тем не менее, это немножко другая игра. Поэтому, говорю, работа Авербаха была, смотрите, интересно. Там какие-то мысли, то есть, причем, понятно, люди же там сидели, смотрели, думали, изобретали там, а потом как формировались уже настоящие шахматы. Ведь, настоящие шахматы, наши шахматы, да, те, в которые мы играем. Привычно. Да, вот этот процесс перехода более такой медленной формы,
противостояние на доске, потому что шатранж все-таки медленно, фигуры медленнее ходили. Уже в современные европейские шахматы это, конечно, связано было с изменением там, форм ведения боя. И вообще с другими представлениями вообще о иерархии общества. Скажем, вот Ферзан в шахматах шатранжа слабейшая фигура. Ходил там на одну клетку по диагонали. В Испании ферзь становится, королева, становится сильнейшей фигурой. Связано это было с тем, что королева Изабелла была, в принципе... Ну, не все связано с королевой Изабеллой, поэтому вся история но интересно, что официально первая книга, в которой излагаются правила Люсена, это 1997 год. Я даже был в 1997 году, я был гостем в Саламанке, отмечали 500 лет, потому что она была в университете Саламанки издана книга. То есть впервые, где были сформулированы базовые правила современных шахмат, вот сегодняшних. А, кстати, когда мы играли с Карповым в Валенсии, там, значит, валенсийцы, они подвергают сомнению это, потому что говорят, что за 2 года до этого в Валенсии уже практиковали шахматы, в которых ферзь, королева ходила, уже стала самой мощной фигурой. То есть идет процесс такого формирования шахмат, изменения их. То есть в этом плане, конечно, шахматы европейские самые динамичные. Ровно потому, что тут прогресс был, военно-политический прогресс был гораздо быстрее, и поэтому шахматы стали более динамичной игрой. Но это тоже интересно, как они меняются. То, в принципе, и испано-итальянская эра шахматная, я об этом писал в своих книгах, она переходит потом во французскую, английскую. И в этом плане интересно, что шахматы двигаются вместе с развитием технологическим, социальным, политическим развитием разных стран. И там мы видим, как англо-французский период переходит в немецкий период, потом появляется Америка, потом появляется Россия. То есть, на самом деле, видно, что это все связано с общими трендами. И даже, я считаю, что, опять, определенно, конечно, была натяжка, но то, что чемпионы мира очень были близки по своим идейным воззрениям доминирующим социальным трендам, Стейниц... Шахматы все-таки вписаны в жизнь. Да, то, что Стейниц — это эпоха, когда, в общем, было представление, что наука может все вопросы закрыть. Или Ласкер — это уже времена Фрейда или Штейна. То есть, на самом деле, мы видим, что шахматы все время идут, скажем так, штамп используем, в ногу со временем. И меня всегда вдохновляло то, что я являюсь частью этого политического, такого социального, политического, технологического процесса. Но вы когда играли, вы верили в какую-то высшую шахматную силу? Не знаю, Карпову, когда 0-5 проиграли, господи. Нет, у нас мистицизм всегда был частью, у меня и у мамы всегда был частью нашего представления о том, мы в мистику верили. А как не поверить в мистику? Я стал 13-м чемпионом мира. Нет, это на самом деле... Так вы, может, и стали 13-м, потому что верили в мистику? Может, обратный процесс? Опять, жизнь состоит из каких-то знаков, точнее, из каких-то событий, которые мы потом воспринимаем как знаки, когда что-то случается. Трудно сказать, что первично, что вторично, я не знаю. Но я помню, что буквально, когда был, мне было лет, по-моему, 9, что ли, и один из наших родственников, маминых родственников, подарил мне шахматную доску. И там, были... Чтобы для вас место было приготовлено на этой доске. 13-е было место, да. Или когда Петра Леврик после матча в Лондоне, она на закрытии, она сняла себя, у нее была цепочка с бриллиантами, золото, на которой была цифра 13. Потому что Виктор, она сделала перед Багио. А почему 13? Потому что он играл матч с Карповым. Он хотел 13. Она сделала для себя, надеясь, что он станет чемпионом мира. И она сняла и дала моей маме и сказала, что это теперь ваше. Да ладно? Да. Мама до конца же сохранила цепочку. Это в каком году было? 83-м. 83-м. После Лондона, после вашего матча. Она сняла и отдала ей. Обалдеть. Да. Мама, это цифра 13 с бриллиантами, да. Это у мамы. Так что... Как тут не поверишь, да? Или по-моему, это 22-я партия матча, естественно, 3 октября, 3:10. То есть, совпадение все, но человек ищет совпадение. То есть, поэтому элемент этого суеверия, мистицизма всегда сохранялся. Помню практически, все турниры всегда было представление о том, что что-то должно правильно сложиться. Интересно сказать, перед матчем с Крамником были очень плохие ощущения у меня, именно такие мистические ощущения, что вообще-то время подошло. Я себя успокаивал тем, что это Лондон, 3-й раз уже, 86-й год, 93-й, через 7 лет, были ощущения нехорошие.
Вот какие-то такие, опять на уровне подсознания, что что-то не то здесь. Но опять какая-то вот мистика двигает, потому что, ну, все можно было решить очень просто, выбрав Широва. И тогда бы шахматная история пошла по другому пути. Тогда, скорее всего, не было чемпиона мира Крамника. Но, с другой стороны, тогда не было Берлина, на самом деле. Шахматы были бы другими сегодня. Так что, и так же, как вот 97 год. Вот проиграл матч, тогда, я помню, был в жутком состоянии. Как это такое случилось, потом еще не дали матч сыграть, там, третий матч. А прошло там, ну, даже сейчас 26 лет уже прошло практически. Даже там лет через 15 я уже понимал, что на самом деле я свою роль важную сыграл. Да, вот, конечно, больно, неприятно, это, конечно, отнимает какие-то там крупицы там, своей жизни, но, тем не менее, вносишь вклад в развитие и не только шахмат, а вообще как бы, ну, всего, что с шахматами связано. Ну, для вас шахматы всегда были все-таки спортом, да, наверное? Ближе к спорту или ближе к творчеству? Вот вообще творчество было для вас какое играло? Вот искусство, как шахматы как творчество? Важно понимать, что изолировать спортивный, там, игровой элемент невозможно ровно потому, что все равно всех волнует, кто выиграл. Конечно. Поэтому здесь все, мне кажется, одинаково. Все профессионалы хотят выиграть. Вопрос, наверное, в том, имеет ли для человека значение, как он выигрывает. Вот. Для меня вот этот творческий элемент, как элемент искусства или науки, он имел всегда большое значение, потому что я же всегда искал, во-первых, внутреннюю красоту игры, а кроме того, возможность там, вот, раздвигать горизонты. Причина, по которой я так долго находился наверху, это потому, что у меня никогда не наступало вот это пресыщение. Вот, ну, то, что вот, как бы, Юра Дахаян забронзовением называл, но это наступит потом. Хотя даже после матча с Крамником я быстро, как говорится, вернусь в исходное, как бы, к исходному состоянию. Это постоянный поиск каких-то новых путей. Там проблема ровно в том, что я придумал столько разных вещей, и если бы я их, конечно, использовал, то, может быть, я там и 2900 перешел в какой-то момент рейтинг, потому что, ну, можно было играть и больше, но я никогда не занимался, вот с какого-то момента перестал видеть шахматы как единственный способ как что-то менять в жизни. Вот. На самом деле принцип в жизни – это что-то менять, что-то изменить, внести какой-то вклад. А зачем менять? Ну, потому что человек должен жить, он должен какой-то след после себя оставить. Вот ему... Ну, вот вы уже сейчас такой уже след оставили, гигантский такой. Ну, значит, есть масса других вещей, где я в шахматах оставил. Ну, да. И там можно перечислять и другие вещи, которые я сделал. Так, ну, а какой смысл просто жить? Просто так неинтересно. Человек должен, мне кажется, если он может что-то менять, он должен менять. Ну, естественно, он стремится к лучшему менять. Не факт, что, что получается, это уже другой вопрос. Но это ваша философия жизни, абсолютно да? философия. Вот это от мамы. Если не ты, то кто же? Вот это оттуда идет все. И поэтому для меня очень важно было что-то открыть новое, придумать что-то. Постоянно процесс придумывания, а так придумать. И это перешло, кстати, в другие сферы. То есть, на самом деле, причина, скажем, достаточно успешного перехода от шахмат к другим вещам, потому что все-таки, ну, я каких-то результатов добился и вне шахмат, связано с тем, что, опять, я именно ищу возможность каких-то изменений. И ну, это люди понимают, что на самом деле я не просто как бы занимаюсь какими-то вещами, а я пытаюсь добиться результата. А вы всегда такой энергичный были с детства? Ну, сейчас я уже давно потерял эту энергию. Ну, я бы не сказал. Не, ну, мы с тобой не встречались 30 лет назад. Да. Еще катастрофа была. Спроси Карпова, да. Или Юсупова можешь спросить. Он-то меня знает вообще с самых ранних дней там. У вас всегда вот это какой-то пылал огонь такой, да? Всегда, абсолютно, да. То есть, ну, просто надо было как бы гасить было. То есть, кстати, матчи с Карповым сыграли положительную роль в этом плане. То есть я структурировался, длинные ничьи. То есть, на самом деле, в смысле, короткие ничьи? Длинная серия ничьи. Надо было себя все время. Да. Вот надо было себя сдерживать, надо было себя как бы вот успокаивать. То есть, потому что так ты играл в очень... Ну, и, на самом деле, игровая манера же, она во многом же отражает и характер человека. Здесь, конечно, все было, все идеально совпадало. Вот. А уже, кстати, на матче с Корчным в Лондоне мне пришлось сделать какие-то поправки, но там матч был короткий, я достаточно быстро как бы вышел из кризиса и там дальше заиграл уже, ну, дальше, как Корчной не выдержал напряжения, но матч был короткий. А с Карпу пришлось долго бороться. При этом интересно, что вот все равно издержки характера вот сказывались, потому что мой игровой перевес Карпа, если посмотреть на матчи, он был, конечно, не на
+1. То есть там ряд матчей должен был закончиться гораздо раньше. В 90-м году там был подавляющий период, когда 24-й партия, может быть, 21-й заканчивался уже. Просто по всему было видно, что в одну калитку шло. 86-й год матч. Ну, в 87-м я тяжело играл, в принципе, вот, но все равно, как бы, ну, там просто, я там жестко на отбой играл, вот. А там вот 86-й, например, 90-й год, да и, да, в принципе, 85-й год, не должно было доходить до конца. Вот. Ну, игровой период большой был, особенно во второй половине матча всегда у меня, когда полностью как бы раскручивался. Ну, как-то вот не хватало все. А Карпов, вот тут интересно, что вот он дотягивал, как вот он выжимал все до конца. То есть я в этом плане был там, ну, очень, очень много отдавал лишнего, как бы, что дело было не обязательно. А как вот вы мне объясните, как у вас это работало? Потому что человек с вашим темпераментом, он в шахматах обычно успеха не добивается. Ну, потому что поражения полностью выбивают из колеи, падаешь сильно вниз, под победу летаешь сильно вверх. Вот я так видел каких-то людей, не буду называть фамилии, но вот есть, да и сейчас они в элите играют, эти люди, у которых просто губят эмоции, скажем так. Как вам удавалось? Вы это сами научились? Вас кто-то научил от природы? Что вы после поражения обычно, ну, как правило, начинали какую-то серию побед. Там выходил злой Каспаров там и начинал там окрушить всех. Вот это как вообще, вот после поражения, как вам удавалось так себя приводить опять в чувство? У меня не было никакой проблемы себя, вот как ты сказал, привести в чувство. Потому что поражение я всегда рассматривал как... ну, во-первых, это физически было больно, потому что... Но это моя проблема. То есть я всегда воспринимал игру в шахматы как соревнование с самим собой. То есть я верил в то, что я играл лучше моего соперника. Соответственно, если я проиграл, значит, я что-то сделал не то. Значит, надо просто улучшиться. То есть у меня никогда, опять, наверное, с мамой как-то связано это было, но вера, что я играю лучше остальных, она никуда не уходила. То есть поэтому, значит, надо больше работать. Надо еще... Как бы, то есть это правильная, как бы, некоим образом концепция, да, для спортсмена? Ну, для меня это работало просто. Вот я совершенно четко понимал, что вот сегодня я проиграл партию. Вот я помню, эта партия с Иванчуком была вот в Линарисе в 97 году. Проиграл партию, вот. Кстати, Вася хорошо играл партию, очень творчески играл партию. И я, честно скажу, даже я был не объективен, потому что я считал, что, как бы, что я там что-то там, я играл плохо, нет, Вася играл очень хорошо, очень интересно там разыграл партию. Ну, тем не менее, я выпустил какие-то там вещи, значит, дико злой был на себя. Вот. На следующий день Пулгар обыграл просто там, вот именно на этой злости просто вообще там ничего не осталось. А потом партия Широва, потом еще Крамника обыграл, там, как уже в конце. То есть, на самом деле, поражения, они были благотворные обычно. Ну, потому что они, как бы, может быть, возвращали на землю как-то. А проблема была, как мы уже обсуждали, серия побед большая. На самом деле, вдруг она... Для всех всегда, ну, для больших спортсменов. У меня был предел 5. Вот Вейконзе был единственным турниром, где я перешел, вот, 99-й год, эту линию. А так 5 побед, я просто знал, что следующая партия это беда. В Тилбурге, 80 какой год был? В 89-м году, там я выиграл 5 штук и играл с Саксом. Ну, хорошо, что он там просто ничего не хотел. Просто он хотел ничью сделать любой ценой. Там, потому что у меня ходу на 15-м черный уже, по-моему, ящик стал стратегически. Вот. Ну, все, не знаю, что. Вот просто система отказывает. 5 – это был потолок вот этого энергетического выпуска. Нормально, да. Ну, я часто выиграл по 5 штук подряд. Ну, как часто? Так, ну, я думаю, что... Бывало. Больше, чем пальцы в одной руке можно набрать, я думаю. Вас на улицах сейчас узнают? Где? В мире? Меня узнавали часто, например, на улицах, я помню, в Испании. Узнавать в лицо – это же вопрос телевидения. Сколько ты находишься на телевидении? Вот фамилию знает очень много людей, конечно, естественно. Там, когда там даешь паспорт на проверке, то есть, ну, как бы вот люди... Узнают. Ну, да, естественно, достаточно много. Ничего про Россию сказать не могу. А когда вы жили в России? Последние годы, ну, узнавали, но уже меньше. Все-таки опять, я же исчез с телевидения, на самом деле, поэтому... С другой стороны, я не могу сказать, что я много там перемещался как бы, по стране и в последние там, несколько лет. Ну, все-таки, опять, уровень, конечно, выше был там, узнавания. Сейчас наблюдается такая интересная тенденция, когда
вот раньше много знали шахматистов. Карпов, Каспаров, это противостояние, да, вот это все. Корчной тоже был очень известной личностью, как сбежавший из Советского Союза. Фишер, ну, понятно, тоже такая. А мировая звезда была, мировая звезда. Не только шахматного масштаба, сейчас спортивного масштаба большого. Сейчас, мне кажется, почти никого не знают. Я уверен, что Карлсона знают там в разы меньше, чем вас. А Динго, нынешнего чемпиона мира, ну, не знает просто никто уже. Как бы. То есть мы спустились на уровень 0. При этом, как мне кажется, популярность шахмат растет драматичным образом из-за интернета, из-за Ютуба, из-за того, что можно играть, ческом, галичес. И вот такой средний класс подтянулся в шахмат. Я все время вижу людей, которые в аэропорту, в самолете сидят, играют. А в шахматы ко мне тоже подходит, тоже канал там. Вот вы как вообще видите, вот если вот будущее у шахмат, как у популярной игры? Значит, здесь, мне кажется, в вопросе содержится, на самом деле, вот, некоторые противоречия, потому что популярность шахмат совершенно не обязательно должна быть связана с опознаванием чемпионов мира. Это, на самом деле, разные совершенно вопросы. Более того, они вообще там находятся в разных плоскостях. Значит, вот возвращаясь к прошлому, вот это, мне кажется, просто надо как-то раз и навсегда надо просто так зафиксировать. Фишер, 1972 год. Там, значит, действительно, мировая звезда, все знают. Надо просто вспомнить, что 50 с лишним лет назад объем вот этой информации, доступной обывателю, американскому, европейскому, я уже не говорю про советскому, он был минимальный. Интернета не было, CNN не было. Количество источников информации было минимальным. Поэтому шахматы, которые представляли довольно маленький сегмент вообще вот этого спортивного, развлекательного, вот я не знаю, как назвать. Вот, развлекательной индустрии. Спорт же это развлекательная. Да. Вот этой индустрии, они на самом деле в процентном отношении, особенно учитывая такие события, вот Фишер, Спасский, холодная война, американец, русский и так далее, захватывали очень много пространства. Сегодня, как правильно сказал, шахматы там, не в разы, они, я думаю, в сотни раз популярнее, а может быть в тысячи. Если смотреть на людей, которые играют, ну, chess.com можно посмотреть просто. Там мы говорим про миллионы людей, которые играют в шахматы. Десятки миллионов играют в шахматы. Но почему уровень как бы, опознавания резко понизился? Ровно потому, что вот в процентном отношении, вот возвращаясь как бы опять, есть абсолютная цифра, а есть процент, есть процент от общей картины. Индустрии, которая не существовала тогда, вот, развлекательная, сегодня в миллионы раз стало больше. То есть, на самом деле, появилось столько возможностей там, получать информацию, что шахматы, несмотря на резкое увеличение своего собственного объема, они в общей картинке стали гораздо меньше. Поэтому людей играют гораздо больше. Если посмотреть, скажем, там, на детские турниры. То есть, на самом деле, шахматы стали намного больше. И это те вопросы, которые часто задаются. А почему шахматы сегодня не так популярны? И вот здесь есть противоречие. Вот именно то, что люди там перестали интересоваться, там, кто там чемпион мира, но это почему-то автоматически проецируется на то, что игра менее популярна. Гораздо более популярная игра. То есть мы говорим про увеличение объемов в шахматах в 1000 раз. Но на фоне увеличения индустрии развлечений, вот это, и спортивной, игровой, там, вот это, потом гэмблинг, вот все это, в миллионы раз шахматы потерялись. Но в целом, конечно, игра все равно не только выжила, но на самом деле, мне кажется, уже имеет определенно гарантированное будущее. Ровно потому, что, несмотря на доминацию компьютеров сегодня, нет никаких свидетельств того, что темп как бы, популяризации шахмат снижается. Он, на самом деле, он как минимум поддерживается. Если смотреть на шахматы в школах, насколько детей играет, какое количество людей сегодня, кстати, вот тоже можно посмотреть, экономический фактор. Сколько сегодня средних там, шахматистов, там, гроссмейстеров, мастеров могут зарабатывать? Выживать. То есть, ну, да, за счет преподавания. За счет преподавания. А как это вот в онлайне? Это означает резкое увеличение вообще вот этой общей массы людей, вовлеченных в шахматы, и, соответственно, там появление экономической базы для того, чтобы шахматисты, опять средние шахматисты, могли бы чувствовать себя, ну, если, может, не очень комфортабельно, но уж, по крайней мере, зарабатывать в собственной профессии.
У меня, может быть, последний такой вопрос, для меня очень тоже принципиальный, важный, для многих любителей шахмат. Вот вы пришли в шахматы, это было достаточно давно. Прожили жизнь такую вот в шахматах, через вот эти все скандалы, через это ФИДы, через ваши потом попытки прийти в эту организацию, которые тоже закончились неудачей. И вот все равно все, сейчас пришли новые люди, да, вот мой там бывший начальник по Российской шахматной федерации, Аркадий Варкович, я к нему хорошо отношусь, замечательный человек, но вот, а шахматы, вот организация шахматной жизни, она вот где была примерно вот во времена Фишера, она там и осталась. Есть вот организаторы турниров, которые проводятся турнир. Вы проводите там вместе с Синфилдом вот, замечательный турнир в Сент-Луисе и в Европе. Есть турнир в Дортмунде, есть турнир там, есть турнир там. Никакого объединения нет. То, что давно сделали все виды спорта, нет. Перспектив появления каких-то больших там корпоративных спонсоров, которые, может быть, и не нужны, но неплохо, когда они есть. Скажем так, чтобы, опять же, деньги чуть-чуть распределялись вниз, нет. Сейчас ушла Россия из спонсорства, и как бы мы остались опять в целом вот с этими единичными спонсорами. Я всегда думал, что дело в людях, ну, там, то Илюмжинов, то там Компоманес, то еще кто-то. А вот вы как думаете, в чем вообще дело? Ну, почему, ну, как в итоге так ничего не получилось? Вот у вас выстроилось, вы выстроили вместе с мистером Синфилдом, ну, прекрасную структуру вот этих турниров. Там существуют школы, существуют чемпионаты Америки. Ну, там вот идет вот эта жизнь, которая наладилась из года в год, и она приносит, мне кажется, какой-то свой результат. А вот на всемирном уровне это вот так и не произошло, и никаких подвижек в этом смысле нет. В чем тут дело? Что в консерватории-то нужно подправить? Если на чистоту, то надо говорить, что другого результата быть не могло, ровно потому, что момент, когда спорт, мировой спорт, совершил трансформацию, вот эти 70-е, 80-е годы, когда появление новых форм коммуникации, вот, освещения турниров, там сначала CNN, кабельное телевидение, потом интернет. А когда все это появлялось, шахматы не располагали организационной, административной формы, которая могла бы это с выгодой использовать. А ровно потому, что, начиная с 1982 года, до этого тоже можно. Шахматы являются просто, ну, не знаю, ну, будем откровенно говорить, это организация, находящаяся под контролем КГБ, ФСБ, ГРУ, как хотите называйте. Это, в принципе, организация... Ну, России, давайте скажем. СССР, России, ну да, ну в данном случае российских спецслужб. Компоманес, безусловно, был завербован еще там в далеких, там, я не знаю, может, там, 60-х, 70-х годах. И в БАГе он выполнил свою роль, получил за это пост президента. Но про Илюмжина говорить ничего не надо, в принципе. Ну, полагаю, что твой бывший начальник, хороший человек, тоже, в общем, понимает прекрасно, от кого он зависит. Что касается российского спонсорства, опять, спонсорство уже носило не спонсорский чисто характер, а политический характер. Меценатский, ну, да? Естественно, да. Ну, «Газпром», там, Норникель, да. Ну, да. естественно, политическое меценатство. И то, что эта система находилась и продолжает находиться вот может быть, в меньшей степени сейчас, потому что, ну, понятно, напрямую так уже влиять на это невозможно, и, наверное, поэтому появляются другие формы, как бы шахматы расползлись. Но на пике своем, в принципе, там, наличие Илюмжинова и тотальный контроль за всей шахматной инфраструктурой делал невозможным любое серьезное спонсорство. Ну, какое может быть спонсорство? Все же не идиоты. То есть, все понимают, о чем идет речь. Как бы, кто организацию контролирует, как бы, и как можно с ней заключать какие-то серьезные договоры. Вот, вот и все. Не очевидно, что вообще ФИДЕ в ее вот сегодняшнем виде, даже в идеальном раскладе, вот там, вот, все поменялось, все это ушло, значит, как бы. Вот, и, может, на самом деле, провести эту революцию ровно потому, что мир изменился сильно. И организация все-таки, ну, она в другие времена строилась. Опять, я здесь не знаю ответа. Может быть и можно. Я не буду здесь, как говорится, там, давать категорического ответа. Но очевидно, что простого решения, вот такого автоматического решения здесь вот этой проблемы не существует. Я не знаю, наверное, к сожалению, не существует. Может быть, даже в какой-то мере, я не знаю, я не сказать к сожалению, потому что не могу сказать, что к счастью, потому что шахматы вообще свой путь. Вот это, кстати, очень интересно вот на фоне постоянных разговоров про включение шахматов в систему Олимпийских игр. Вот это тема, которая постоянно всегда поднималась. Вот шахматы должны войти в Олимпийские игры.
Вот у меня всегда было очень двойственное отношение к этому. Ну да, в целом, конечно, звучит красиво. Но потом, вот когда начинаешь думать, вот какие-то вещи, ах, вот это хорошо было бы, вот это. Потом начинаешь задумываться, а какие будут последствия вот у этого перехода как в иное состояние? Ну, самый смешной вопрос, в какую Олимпиаду входить, в зимнюю или в летнюю. Да? Но это на уровне там, как бы, там, сатиры. А серьезный вопрос заключается в том, что если пытаться как бы эту проблему решать, то тогда возникает вопрос, что делать с созданием чемпиона мира? Или что делать с большой шахматной Олимпиадой? Потому что ведь вся система шахматного мира построена таким образом, что у нас есть звание чемпиона мира. Ну, понятно, оно сейчас нивелируется, тем не менее, оно все-таки есть. Это никуда от него не деться. И история шахматного звания, она гораздо, ну не гораздо, но она, скажем так, древнее Олимпиад. На 10 лет старше все-таки, да. 1886 против 1896 года, если это про Олимпиады. То есть, если это звание единоличное, тогда куда деть чемпионат мира? Если это командный турнир, то совершенно очевидно, что там будет играть 10 команд в лучшем случае. Вот. Там какие-то отборы будут, но а где вот этот шахматный праздник Олимпиады? Да, Бермуда-пати. То есть на самом деле у шахмат сложились свои уже традиции, и вот просто автоматическое включение, оно не решает ничего. И поэтому вот мысль о том, что в 90-е годы она вот еще там Илюмжинов пытался... Спекулирует на этой мысли. Спекулирует, да, что вот мы должны войти, и это решит проблему спонсорства. Не решит, ровно потому, что проблема спонсоров не с этим связана. Там, при наличии Илюмжинова никаких спонсоров не будет, неважно, будут они в Олимпиаде или не будут, большой. Поэтому я просто бы считал, что как бы надо для себя определить там, приоритеты. Вот. И с моей точки зрения, как бы там, большая Олимпиада не является никоим образом этим приоритетом. Ровно потому, что надо свою историю беречь. На самом деле, действительно, есть много вещей. Какой еще вид спорта может похвастаться? Да не один, конечно, такой истории. Естественно, да. Все-таки это 19 век. Таким пантеоном чемпионов. Причем это мы говорим как бы со стейница, а в принципе же, на самом деле, чемпионы же начались раньше. В принципе же, мы же понимаем, что это были как бы неофициальные чемпионы мира, но тем не менее шахматный мир четко фиксировал, что там вот был Морфи, там Сильнейший на тот момент чемпионат, да. Безусловно был. Да. И, кстати, очень показательно, многие забывают, что почему вот как бы стейницы стали считать чемпионом мира с 1886 года, хотя, по большому счету, он выиграл матч у Андерсона, по-моему, на 20 лет раньше. И в тот момент уже там, в 1966 году был сильнейшим шахматистом мира. Ну, по крайней мере, можно считать, это было матчем на первенство мира. А ровно потому, что Морфи был жив. Официально, как говорится, вот в сознании, мне кажется, опять, слово официально неправильно, не было организации. Вот этот официальный титул разыгрывается в 1886 году, потому что Морфи умер за 3 года до этого. Пока Морфи был жив... Как-то было... При том, что он не играл в шахматы, но это вот это... Миф жил. Миф жил. Вот эта история, мне кажется, она делает шахматы действительно совершенно уникальной. И поэтому, мне кажется, сейчас вот мы видим вот этот вот феномен шахмат, он на самом деле побеждает время. Потому что игра как бы древняя, там, неважно, там, Индия, не Индия, но мы говорим там про пару тысяч лет, наверное, примерно. Ну уж, по крайней мере, про 1000 с лишним лет более-менее непрерывной истории, если брать вот то, что осталось со времен халифата, и там, опять по работам Авербаха, покажите мне еще что-либо сопоставимое с этим. И тем не менее, в условиях вот этой тотальной компьютеризации шахматы продолжают развиваться. Отлично себя чувствуют, да. Вот, естественно, продолжают себя чувствовать очень, очень комфортабельно, развиваются. Выясняется, что никакие компьютеры не могут остановить вот этот растущий интерес к игре. Мне кажется, вот это и есть главное достояние. Понятно, что неизбежный процесс как бы ускорения всего. Но опять, шахматы, отражение общественных, политических, я трагедию в этом никакой не вижу. Это... Возвращаясь там к спорам 80-х годов, когда мой матч шортом вызвал такую жесткую реакцию многих коллег, что это вообще, что за форма, проституция, как это, 25 минут шахматы. Ну, Михаил Моисеевич Ботвинник никогда вообще не хотел с этим иметь дело. Но я понимал, что это есть вещи, которые неизбежны. Телевидение, это процесс, когда многие... Классику можно тоже играть, не обязательно одно не исключает другого. Опять, классика, я всегда использую очень простую аналогию. Классика — это как бы здесь опера-балет.
это сколько там? 1% вот всего. В лучшем случае, да. В лучшем случае. А на самом деле там это крохи процента. Это тоже кому-то нравится, и слава богу. Нет, это существует на самом деле, это все равно как бы, это топ. Как бы, да? А все остальное это там 99 и там 9 в периоде. Ну, то же самое будет и здесь, в конце концов. Но нельзя вот все-таки, мы понимаем, есть эталоны, да, вот все-таки классика – это эталон. То же самое и здесь. Вот наша классика должна остаться, мне кажется, эталоном, при том, что все остальные формы шахмат, как вот, естественно, Рапид, Блиц, 960, в принципе, да, вот, фишеровский, это все должно бурно развиваться. Потому что, в конце концов, людям интересно смотреть на это. Вот тут же еще психология. Экшен нужен. Да. Это интеллектуальный экшен. И поэтому ни одна другая игра, в общем, даже близко не может как бы на этот уровень выйти. Все-таки шахматы дают вот этот самый экшен. И поэтому смотрят люди. Вот мы же видим, как говорится, вот на интерес, который вызывает там, турниры там, Гранд-Чес-тура. Там Рапид и Блиц играют. Ну, понятно, если Магнус играет, совсем интересно. Там, матч много смотрят на первенстве мира, да, Олимпиады. Сейчас Кубок мира идет, тоже много смотрят. Слава богу, да. Смотрят, а сколько играют. Да. Ну, там... Очень много людей играет в шахматы. Читеров много, конечно. Ну, опять, что делать? Естественно, что делать на самом деле? И, кстати, количество людей, которые играют не слишком честно, это еще один индикатор популярности. На самом деле, просто люди чувствуют, что вот им хочется там подняться, знаешь, вот как бы понятно, что человек, который там использует там, подсказку в игре, там, причем игра не на деньги, а просто вот где-то там в интернете, ему зачем-то нужно поднять свой рейтинг очков на 100. Может быть, там сказать соседу, там, или там детям показать, или еще кому-то. Вот это, еще раз, это показывает, что социальный статус шахмат, он повышается. Какимович, я вам, во-первых, хочу большое спасибо сказать за эту всю нашу с вами работу, которую мы проделали. Работать трудно назвать, скорее, это такое большое-большое удовольствие, что вы сейчас волею судьбы оказались вне Родины, вне России, много лет живете за границей. Но все-таки вы человек, я вот вижу, что когда вы говорите о шахматах, говорите по-русски, это совершенно другой уровень непроникновения, это все-таки все родное, вы всю жизнь играли за сборную, всю жизнь как-то... Все равно вы самый известный и знаменитый российский шахматист. Я вас хочу поблагодарить, что вы согласились сделать с нами такой проект. Для меня это большая честь. И для наших зрителей тоже все очень отметили это, благодарны очень. Я надеюсь, что когда-нибудь российские шахматы как-то почувствуют тоже вашу любовь и опеку. Спасибо вам огромное.